Всем привет! Мы на работающем карьере. Буквально вчера здесь гремели взрывы, которые превращают пласты известняка вот в такую насыпь из камней. Именно в ней мы с вами отыщем желанные находки. О, треснула. Ну-ка, О, ну-ка. О! есть, короче, был агат. Именно таким образом тут можно добыть себе ценные образцы. После взрывов на карьере в кусках известняка можно найти агаты, аметисты и просто красивые жиоды с кварцем и халцедоном. Но разбить эти глыбы может только кувалда. Я приехала с геологическим молотком и быстро поняла, что это провал. Тут я с ним кашу не сварю, так что потратила первое время на поиски уже расколотых образцов, что редкость. Озвучиваю вам это видео уже после поездки, потому что на месте это оказалось просто нереальным. Поиски оказались слишком физически затратными. Жара, крутой склон, живая насыпь камней. В общем, тяжко. Мой компаньон то и дело радовался тому, что находит агаты и аметисты. И вот, кстати, один осколочек от тех больших жиот, которые, как оказывается, я, не сняла. Смотреть на чужие аметисты прекрасно, но нужно найти свое собственное. Поэтому, не опуская рук, я продолжила изучение склона, переворачивала все эти булыжники один за другим. Руки уже начинали прилично так забиваться. И тут я обратила внимание на место внутри одного завала, и мне показалось, что там что-то есть. Сейчас вы видите уже расчищенное место и тот самый образец, который выцепил мой взгляд. Видите? Очевидно, есть халцедон, кварц с разных краев. Это однозначно то, что нужно, надо разбивать. Тут у меня уже начался радостный мандраж. Вау! Ого! Вообще! Фу! Господи, боже мой, какая красота! Это потрясающая находка. А такой огромной полости с кварцем, да еще и таким разнообразным, я реально мечтала. Ох, и тяжелая оказалась у меня мечта. Я сразу поняла, что больше никаких находок унести с этой насыпи до машины я явно не смогу. Это очень тяжело. Но после такой находки и усталости от добычи меня это не особо волновало, честно говоря. Дальше я покажу вам находки напарника, с одним из которых пришли на этот карьер. Это просто осколочки, которые отлетают от образцов после работы кувалдой, но они тоже довольно красивые. Было расколото большое количество вот таких кварцевых жиот на подложке из халцедона. В некоторых жиодах встречались сферолиты, покрытые кристаллами. Цвет был максимально разнообразен, от холодного голубого до желтовато-белого. Были еще и агаты, но они тоже не попали ко мне в объектив, пока я была занята своими поисками и физическими преодолениями сложностей. Вот, отколола сейчас две животки. Вот отсюда. И все-таки еще пару менее богатых образцов мне удалось найти. Отбила от них небольшие кусочки, чтобы их все-таки тоже можно было забрать с собой. Такое количество образцов моя физика позволила мне донести до машины. Давайте покажу вам поближе сейчас. Конечно, красиво очень выглядит это в мокром виде. Просто невероятной красоты жиоды, как раз две половинки. Вот, посмотрите, какой здесь невероятный кварц, как он распределяется внутри. Опа, вот у этой большой еще есть сбоку такой голубой налет, тоже как сферолит из халцедона, покрытый отдельными кристалликами. Очень красиво выглядит. А с другой стороны вот этой жиоды находится не менее интересная вещь. Кварцевая жиода выстланная, ну здесь есть такие проплешины, но она еще и более голубого оттенка, сверху покрыта кальцитом. Его можно, наверное, стравить, но, честно, я не знаю, как мне сделать это с такой глыбиной, и не буду этим заниматься. Если ее намочить, голубой цвет пропадет, но зато откроются другие теплые оттенки. Очень красиво. Вот это как раз у нас часть агатовой жиоды.
Вот такой образец. Его нашел, расколол тоже Максим. Дальше вот этот. Я его сейчас намочила, и голубой цвет пропал. Вот тоже классный образец с этими сахарными кристалликами поверх халцедона. Это крышечка одного из боков этих жиот. Да, точно. Не показала вам. Посмотрите, с этой стороны вход в еще одну жиоду. Вот такого синего цвета. Вообще потрясная. Да, и мне Максим пытался помочь отбить лишний известняк с жиоды. И вот эта крышечка в процессе работы кувалдой отошла. Но на самом деле, смотрите, по кругу у нас тоже идут кольца. Значит, тоже агатик. Ну, вот эти жиотки я вам тоже показывала на видео. Так, вот такая жиода. Тоже очень симпатичная. Кусочек от аметистовой жиоды Максима. Здесь, конечно, аметист, не прям аметист. Очень бледненький у него здесь оттеночек имеется. Но можно сказать, что кварц аметистовый. Вот аналогичная красота. И этот кварц интересен тем, что он вырос поверх какого-то рисуночка или включений, не знаю, может быть, даже дендритов, и они прям прослеживаются на поверхности. Сейчас попробую показать. Вот такую же воду тоже я отбила от найденного куска известняка. Вот прям она так целиком, как заполнила в нем полость, так и вышла благодаря ударам. И здесь с одной стороны, посмотрите, такой желтоватый интересный кварц, такое молоко со сгущенкой. А с другой стороны уже идет халцедон, агатик и заполнение кварцем уже полости. Вот этот кусочек тоже жиода, которую я отбила и нашла самостоятельно. Тоже с этой стороны с голубым отливом, с этой стороны вот эти интересные, редко встречающиеся молочные кристальчики. Вот она у нас заиграла красками. Так, ну, наверное, из основного все. Остальное это по мелочи. Осколочки халцедона, тоже какие-то мелкие выпавшие детали жиот, брахиопода. Вот такая жиотка еще. Перевернем эту красавицу лицом к нам, чтобы сказать вам спасибо за просмотр. И до следующих встреч. Новое видео уже будет совсем скоро.